Приветствую вас, с вами Лика. Желаю вам любви и гармонии внутри и вокруг вас, чтобы был баланс внутри и было легче преодолевать препятствия в жизни. Тема нашего расклада сегодня – мост между сердцами. Посмотрим, что между вами сейчас, что он думает, что он чувствует, какие есть перспективы ваших отношений на будущее. Сейчас мысленно представьте человека, о котором хотите узнать сегодня информацию. Давайте начинать. Посмотрим сигнификацию, что между вами на сегодняшний день. Это и будет понятно, да? Ваш ли сегодня расклад? Вы знаете, в ваших отношениях сейчас он себя чувствует императором. Он считает себя правым, хочет контролировать весь процесс, но также закрывается от вас. И вы от него закрываетесь. Между вами есть потенциал, то, что вам хорошо, то, что у вас новое начало, новые подаренные судьбой отношения. Он хочет к вам прям протянуть какой-то подарок судьбы, раскрыться, возможно. Но сейчас он слишком озабочен материальной жизнью. Плюс он закрывается, потому что видит вас холодной, что вы думаете только головой, расчетливо, четко, прагматично. Тоже больше в материальном плане, нежели он видит от вас эмоциональную сторону. То есть ни вы, ни он не видит эмоций. Вы не видите их друг от друга. Также вы почему-то от друг друга закрылись. Вы знаете, был порыв раскрыться. Были желания у обоих на какой-то новый этап ваших отношений, но почему-то вы не сделали шаг. Ни он, ни вы. Но в данной ситуации, скорее всего, вы находитесь с ней вместе. Опять же, каждый из вас ожидает какого-то известия друг от друга, может быть, звонка, напишет, позвонит. И он ожидает от вас встречи. Сразу карты показывают. Давайте досмотрим сигнификацию, чтобы вам было понятно. Он ожидает от вас встречи, но ситуация такая, что у вас сейчас как бы даже сама судьба разводит, потому что нужно время. Время для продумывания своих дальнейших планов. А что же вы хотите от этих отношений? Что хочет он? Что хотите вы? Потому что не зря, вот в принципе, понятно, почему вы закрываетесь, вы не знаете, что вы хотите от этих отношений. Не то, что они вам нужны или не нужны, а какие перспективы будут в этих отношениях. Как бы фундамент есть по тузу Пентаклей, это неплохое начало. Но почему-то время вас останавливает. Вам сейчас говорят, возьмите паузу, примите все свои мысли, все свои эмоции, разберитесь сами с собой, куда и зачем вам дальше двигаться. Встреча — это понятно, что как бы хочется встретиться, разобраться, что будет дальше. Но нужно разобраться сначала с самим собой. Если по сигнификации откликается, значит расклад ваш. Давайте дальше смотреть. Давайте разберем его сторону. Что он думает о вас? Давайте, так как он закрывается, да, как император, контролирует все свои чувства, мысли, то есть вы даже от него тоже не видите вообще что и как. Давайте будем смотреть, что он думает о тебе. Вы знаете, у него такое состояние, маг, инициативы много. Но вот двигаться у него нет сил, у него нет желаний, у него оцепенение. Все повисло из-за времени, потому что, я говорю, сейчас как бы вас сама судьба отодвигает друг от друга. И эта встреча, она придет в свое время, но сейчас, говорю, нужно разобраться в самих себе. И вот он сейчас инициативу-то проявляет, но и делать ничего не хочет. Ему, говорю, нужно пересмотреть обязательно подход к вашим отношениям. Опять же, после расставания, да,
Сейчас вот мы видим, что у вас расставание произошло, десятка мечей, либо ссора очень сильная, которая обоих потрясла. Может быть, он даже где-то манипулировал через какую-то встречу, через ваши эмоции, когда вы позволили себе что-то, как говорится, выплеснуть, да. Сейчас он завис. Со своей стороны он завис, он думает, ему больно. Из-за того, что из-за этого все замедлилось. То есть, по большому счету, о чем он думает? Потенциал движения бы хотелось что-то сделать, вложиться бы хотелось, там, открыться бы, встретиться. Инициатива есть, да, пригласить там на свидание или позвонить, сказать что-то. Но нет. Повешенный, боль, он себя чувствует раздавленным, спустился на тормоза медленно и верно, просто вот по рыцарю Пентаклей все затормозилось. Он думает однозначно, но думает, что ему о себе, что ему плохо, что ему сделали больно, что где-то вы его даже подломили. Ну, или он подломился просто потому, что не высказал в свое время свои какие-то эмоции, свои какие-то слова. Давайте посмотрим, что он чувствует. С мыслями понятно, что он сейчас в себе разбирается. Может постараться, кстати, еще так вами манипулировать через этот процесс. Если вот, допустим, встреча произойдет раньше, я почему говорю уже в начале сразу, не стремитесь сейчас с ним прямо наводить мосты, дайте время ситуации встать на свои места, все поставить, да, вот, ну, в судьбе, все в этой ситуации разрулить. Потому что у него где-то подсознательно есть мысль через вот это состояние, которое с ним происходит, вами начать манипулировать. Мне-то хуже, чем тебе, понимаешь? Поэтому пока смотрим. Давайте посмотрим на чувства, а там будем уже дальше делать выводы. Чувства. Пятерка кубков. Он находится, так сказать, в траурном состоянии. Я тебя потерял. Сидит, плачет, переживает, тоскует. Да, у вас ссора произошла прям... Я скажу, что вы разошлись. Теперь я это точно вижу. Я могу сказать, десятка мечей, башня. Вы расстались элементарно, серьезно. Как говорится, даже с мыслями безвозвратно. Ему тяжело от этого очень, но и движения нет. Вот здесь у него эмоциональное подавление есть. То есть, если он по императору эмоций вам не показывал, то в данном случае внутри себя сейчас он чувствует потерю, переживание. Прям тяжело ему. И рухнуло все очень резко. Он не может никак осознать этот процесс, что вы расстались. Вы знаете, рухнула еще здесь причина, кстати, могла быть. Во-первых, кто-то кого-то обманул. Это могла быть и измена, и предательство, и либо хитрость какая-то со стороны и манипуляция мужчиной, да, по поводу вас. Могла быть какая-то поездка, в которой что-то произошло с его стороны, о чем вы тоже узнали, и ну, это было очень большим поводом для, чтобы поставить точку между вами, то есть расстаться. И чувствует он сейчас, я говорю, только свою боль. Он вашу боль. Пока я не вижу, чтобы он чувствовал. Он сам, я весь бедный, несчастный, мне плохо, меня растоптали. Причем он не думает, что это несправедливо. Он просто сидит и себя как бы сейчас тешит тем, что ему плохо. Вы просто своим поступком, как сказать, что расстались с ним, скорее всего, инициатива была с вашей стороны. Сейчас дальше посмотрим. Вы его просто с ног сбили, перевернули, сломали ему мир настолько, что он думал, что вот это все, что как он построил, оно все пройдет и будет так, как есть. Но это получилось не так. Резко, очень резко ворвались какие-то события, которые поставили точку между вами. По семерке мечей могло быть, говорю, ну, несколько вариантов. И предательство, и ложь, и обман, и измена. Ну, у каждого, как говорится, проиграется по-своему. Поэтому по поводу чувств и по поводу мыслей видите сами. Как таковой вас здесь даже не выходит. Он весь в себе. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Может быть, он в себе, потому что он понимает, что он виноват. И сейчас ему нужно в себе разобраться, понять. И вам, почему вначале я вам сигнификации сказала, вам нужно понять. Как бы мысли-то у вас есть, сблизиться, поговорить, все-таки выяснить что-то до конца. Но сейчас нужно взять паузу, потому что нету у него принятия еще того, что произошло. Давайте посмотрим, а что он скрывает от самого себя, что не может принять? Почему он не может это принять?
что между вами произошло. Вот ваша сигнификация вышла. Императрица. Сразу напоминаю, император он, императрица вы. Скажу так, что он и вы наравне идете по масти. Паш мечей. Так, сейчас посмотрим. Шестерка мечей. Поездки. По вам он, здесь показывает, да, по вам, как бы утрата у него есть. То есть он знает, что он вас уже потерял по пятерке кубков. Поэтому он завис, скорее всего, потому что навряд ли думает, что вы уже вернетесь. Паш мечей, он за вами наблюдает. Он скрывает от себя то, что вы ему интересны каждый день все равно. То есть он все равно за вами наблюдает, пытается, может в соцсетях, может через знакомых узнает какую-то информацию. Скажу так, что-то произошло, я говорю еще раз, у кого-то может пройти так, что это была поездка, командировка. Кто-то, может быть, он уезжал в командировку, что-то там случилось. О чем вы могли узнать? Он от вас это скрывал. Он знал об этом, но скрывал. И вот оно открылось, понимаете, открылось очень резко. Он чувствует, да, сейчас я вижу, он чувствует вину за собой. Но признать ее, говорю, он еще не готов. И вот в этой клетке он мучается. По восьмерке мечей он к вам, он сам себе признать не может, что то, что произошло, уже произошло. И что ему нужно принять, подойти как-то к вам, если он хочет попробовать вас сохранить. Опять же, смотря какая ситуация произошла. Сейчас дальше посмотрим. Эти новости вам пришли, я говорю, именно после либо поездки, либо какой-то дороги. То есть, и опять же, это должно было произойти. Отдаление, которое с вами произошло. Потому что клетка лжи, которая от него постоянно шла, она, ну, в смысле, от него ложь шла, да, она стала формировать вокруг вас уже клетку. Вот по восьмерке мечей, то есть вы стали добровольно в этой клетке, как бы оставаясь, и все глубже, ну, как бы погружаясь в его ложь, и живя в этом, понимаете? И шестерка мечей разорвала это. Он наблюдал, узнаете вы или нет, а вы узнали об этом. Вы узнали, потому что вы императрица, вы прекрасная женщина, у вас есть, как говорится, все пропорционально. И в любви, и в работе, и в семье, вы и мать, и жена прекрасная, да. Здесь карта, в принципе, сама за себя, да, говорит, какая женщина. Яркая, мудрая, красивая, с большим потенциалом энергии, с очень сильной энергетикой. И он наблюдал за вами, он знал об этом. И вот после этой ссоры или расставания, да, в данном случае, вы поняли одну истину, что, оказывается, это уже было и не раз. А я в этой клетке-то, оказывается, застряла. Ну вот так вот. То есть вот он скрывает, что мы, да, спросили, да, скрывает, что он от вас, от себя. Он не признал. Может, даже думает где-то, не признает сам себе то, что он не прав. Как он видит? Давайте посмотрим, как он видит теперь вас в этой ситуации. Считает ли он все-таки, вообще, что он считает? Ну, вас он видит. Вы для него счастье, вы питали его. Ему без вас плохо. Вот сейчас уже пошли эмоции, как он вас видит. До него стало доходить, что он поступил неправильно. Вот теперь, то есть все равно он это осознает. Вот, или осознает в ближайшее время. Девятка кубков, как он вас видит? Вы для него любовь, вы для него счастье, вы его наполняете. У него сердце к вам очень сильно тянется. Он хочет обновить все это, как-то начать заново попробовать. Но у него нет ресурсов. Он считает, что он упустил этот шанс, потому что по честности надо было поступить. По справедливости надо было поступить. Надо было рассказать, серьезнее к вам отнестись. А теперь, как говорится, как всегда, да, когда теряем, тогда начинаем, как говорится, плакать. В данном случае у него сейчас вот так. То есть он вроде бы и не признал головой то, что он виноват в этой ситуации, что он поступил очень плохо. А внутри у него уже созревает процесс одиночества, тоски, боли. Потому что его мучает совесть элементарно. Давайте посмотрим будущее. Если вообще, давайте посмотрим перспективы в дальнейшем будущем.
Вы знаете, скажу вам так. Во-первых, сейчас вам, еще раз, да, как говорила уже, помогают высшие силы. Они помогают вам сейчас восстановить ресурс. Карты в основном говорили о нем сегодня, но скажу так, что вы в эти отношения по императрице вложили достаточно. О чем он, в принципе, и сожалеет, да, по девятке кубков, потому что вы вкладывали свое счастье, свою заботу, любовь, как императрица. И сейчас вам помогает как бы Вселенная восстановить, чтобы вы были полноценны, вернули свою энергию, свою силу через интуицию. Также прислушивайтесь к вашей интуиции, к знакам присматривайтесь, они вам прямо сейчас показывают. Вот скажу так, если чувствуете, вот приходит интуиция, первое, не мысли, когда допускаете, а именно изнутри прям разницу, да, почувствуйте. Приходит то, что мне хорошо без него, мне сейчас лучше, я становлюсь сильнее, полноценнее, да, как говорится, никто нервы не трепет, даже вот на таком простом банальном, да, уровне. Значит, вам интуиция сейчас подсказывает. Все правильно, вы на правильном пути. Вы сильная, но вы боретесь, потому что где-то, давайте посмотрим, наверное, в голове, как обычно, есть мысль, что вы не правы. Где-то, да, где-то у вас приходит такая мысль, а вдруг все-таки там надо дать ему шанс, надо поговорить с ним, надо подумать. Все-таки, так вот, и вы боретесь со своей собственной интуицией, со своей силой, и сейчас, как бы вам, говорю, высшие силы дают восстановить свою энергию. Вы можете как бы попытаться поверить в то, что он с вами равносильно все это восстановит и будет отдавать столько же, сколько получает, да, ну, то есть баланс по шестерке пентаклей. Но нет. Здесь в данном случае вам показывают, вы должны восстановить свою силу и дух в первую очередь, потому что у вас есть на это ресурс, и вы его растратили. Оттуда вы не получаете ничего как бы выровненного, то есть не получилось, чтобы он вам отдал. Поэтому у вас начинается сейчас самоконфликт внутри. Вас ведут два старших аркана — сила и жрица. И говорит, держись сейчас себя. Но вы горите еще, горите где-то немножко этими отношениями, какой-то страстью. Ну, все равно же всегда, да, бывали хорошие моменты, о чем-то вспоминаете. И верите в себя, что я же сильная, и я могу, в принципе, сейчас все изменить, исправить и попробовать как бы заново. Есть у вас такие мысли закрадываются? Нет. Пятерка мечей говорит о том, что вы проиграете этот бой. Вам это сейчас не нужно. Вы знаете, эта черта такая есть, да, в человеке, когда вот он вкладывал, боролся за свои отношения, строил их, вкладывался какими-то планами, прям там воплощал их в жизнь, большой фундамент строил для этих отношений. И когда произошло то, что судьба вмешалась, вот так вот все просто рухнуло, бывает, что человек начинает, а как так? А я не могу это потерять, я столько сил туда вложила. Да я как бы вроде к нему привыкла, он мне нужен. Ну, то есть, понимаете, да, о чем говорю, разные начинаются подобные мысли приходить. И вот в этом случае приходят на помощь высшие силы. Иногда в этих ситуациях, точнее, в большинстве случаев, мы не слышим их. Потому что головой начинаем думать очень много. А высшие силы всегда вмешиваются, потерпи. Мы сейчас не зря тебе это дали, мы не зря тебе показали то, что происходит. Чтобы ты могла окрепнуть обратно, ты стала себя терять, ты стала ты начала жить в клетке, которая тебя бы со временем раздавила просто. Плюс там лжи очень много было, а это, сами понимаете, к чему ведет. На искренности, на честности нужно было строить отношения. С его стороны, может быть, вначале это и было. Сейчас, как бы, я вам не могу здесь, да, сказать, не вышло это, но вам виднее. А сейчас показывает то, что в последнее время он постоянно вам врал. Очень много врал. И вот вы со своей вот этой энергетикой силы думаете, что я смогу, в принципе, да, это вывести. Вам говорят, не надо. Сейчас нужно заняться собой. Я понимаю, что, да, чисто по-женски это желание все-таки дождаться, как говорится, прекрасного результата, ведь я столько сил вложила. Пятерка мечей, семерка кубков, говорит, это иллюзорная идеализация своего вот этого партнера. Он вообще многое вам не показывает по императору. Вы многого даже, может быть, еще и не знаете.
Поэтому и говорят карты, что перспектива того, что вы горите желанием что-то восстановить, и вы думаете, у вас есть сила, пятерка мечей вас предупреждает. Вы проиграете этот бой. Вы причините себе вред. Это эмоционально будет упадок. Да и физических сил тоже это коснется. Потому что стрессы, вот эти все переживания, они очень сильно много энергии забирают. Семерка Пентаклей говорит о том, что вот вы сидите, планируете, вкладываетесь и ждете или ждали, да, результата из ваших всех проектов. Но это все были иллюзии. Вот такие перспективы вам показывают, понимаете? Это прошлое. Вас тянет еще прошлое, понимаете? Вы по шестерке кубков вдруг вспоминаете какие-то приятные моменты, может, там, встречу первые годы жизни совместные, да, там, если это не сильно были глубокие отношения, то есть встречались просто, то вспоминаете, как вам было хорошо там где-то в поездках, в компаниях. Но это все прошлое. И судьба по восьмерке жезлов вам очень изменила ее. Вам сейчас нужно побыть в отдалении, собрать себя заново. И тогда уже принимать решение, что дальше делать вообще в личной жизни. Почему? Потому что если вы себя сейчас упустите, будете вот дальше себя кидать в эти отношения, так сказать, да, в эту клетку, вас это начнет давить. Вы потеряете энергию, вы потеряете свою какую-то целостность. И в итоге вы получите то, что на то время у вас, какое будет состояние, то и отзеркалит к вам, понимаете? Если вы соберетесь целостно, дадите себе время сейчас перетерпеть, отпустить эти мысли, воспоминания от прошлого. Это тяжело, я понимаю, но это нужно сделать. У вас будет период, когда вы все-таки соберете все как мозаику и сделаете нормальный выбор. И по сердцу, и с умом. То есть вы поймете, а как мне дальше поступить. Давайте совет спросим, чтобы уже закрепить, да? Совет высших сил. Я говорю, вы еще многого не знаете. Вот незнание еще вашего мира с ним приведет, я говорю, десятки жезлов. То есть, если вы начнете туда погружаться, а очень много еще можно чего узнать, вы это, говорю, можете чисто физически, духовно просто не вывести. Вот десятка жезлов с Луной – это очень тяжелая ноша. И она вам не нужна, потому что десятку жезлов, ее можно на себя не брать. Есть вещи, которые на себя можно просто не тянуть. Поэтому еще раз повторяю, возьмите паузу. Отдалитесь любыми способами, не созванивайтесь, не пишите. Как бы ни было тяжело, займитесь чем-то. Попробуйте куда-то вложить свою энергию. Да, вы боитесь, и подсознание будет вас, и мысли вас мучают, и будут еще, да, приходить какие-то мысли, а вдруг... И вот, чтобы вот этого не происходило, потому что я говорю, если вы все-таки рискнете разобраться, да, дальше с ним, получится так, бессонные ночи, тайны, которые вы так от него и не вытянете, это будет вас тяготить. И в итоге вы доведете себя до стресса, ничего хорошего с этого не будет. Вот на данный момент, итог ваших отношений не виден. Вам нужно сейчас в себе разобраться, ему в себе разобраться. Во-первых, здесь нужно понимать, а что он сделал. То есть вы здесь смотрите сами. То есть у каждого по-своему может сыграть ситуация. Может быть, он причинил боль, с которой вы со временем справитесь, и он осознает эту ошибку, вы дальше будете планировать свою жизнь совместно. А если он вас конкретно предал, тут надо будет задуматься. Понимаете, о чем я говорю? В данном случае, еще раз повторю, там я вам говорила, много недосказанного, и много вы от него еще не знаете. Если вы хотите вот прям этот груз на себя вешать, смотрите сами. Карты говорят, что этого делать не нужно. Давайте еще на Шодзен посмотрим. Я хочу все-таки совет еще достать из другой колоды. Да, вы сейчас думаете, что вы находитесь... все плохо, все не так. Это именно сделано для того, чтобы вы сделали следующий скачок, чтобы вы расцвели опять, потому что, говорю, вы стали уже увядать, как я вам говорила, в этой клетке. Займитесь, вот даже карты вам сейчас советуют, да, займитесь работой, займитесь, если есть семья,
Съездите куда-нибудь, отдохните, если есть возможность. На выходные хотя бы вырвитесь куда-то там с родителями, с братьями, с сестрами, с кем вы давно не виделись, с друзьями, с подругами, да, в работу, в какое-то, может быть, хобби, вот, которое вы давно хотели, пока вот занимались отношениями, хотели что-то, но не получалось. Там, я не знаю, может, это спортзал, может быть, танцы какие-то, да, развлечения, рисование, неважно. Займитесь тем, что вы сейчас можете сделать для себя, чтобы вам расцвести. Вам этот прорыв судьбой дан для того, чтобы, говорю еще раз, вы вот так вот были. То есть императрицу укрепили, а не потеряли ее. Помните? Даже достану, сейчас покажу смысл. Вот, напомню, что вы императрица. Цветение. Понимаете, да, о чем я говорю? И самое главное, 5 мечей, про которую я вам хотела сказать. У меня бывают расклады, я очень глубоко ухожу, так что заранее извиняюсь, что карты так много разложено. Так, прорыв и 5 мечей. Вот то, что вы рассчитываете сделать, вам нужно сейчас из этого вырваться. Вот по 5 мечей вы проиграете вот этот бой, про который я вам говорила. Вы не пройдете этот прорыв. Башня, помните в начале, для чего была дана? Чтобы у вас и у него произошли большие изменения. И вот как вы к этим изменениям придете, как вы сейчас пройдете этот урок, зависит от вас. Сохраните в себе вот эту энергию. Все будет хорошо. Вы либо сможете в дальнейшем к чему-то прийти с ним, либо просто у вас будет своя новая судьба без него. Либо вы можете сейчас выбрать и вернуться добровольно в эту клетку. Слушать дальше ложь и многого не знать. Ну вот так сегодня говорят карты. Подумайте, взвесьте, попросите ангелов своих помощи. В таких ситуациях, когда вы не можете разобраться сами, не знаете, как бы, да, куда вообще бежать, что делать, или если тяжело, просите ангелов. Они всегда вас слышат, они всегда вам помогут. Главное, чтобы вы их слышали и старались не сопротивляться судьбе. Такие ситуации, по возможности, ну, я понимаю, говорю, не всегда это получается, и не у каждого, нужно отпускать, чтобы пришел верный ответ. Тогда мы его слышим, тогда мы его видим. А если мы начинаем бороться, мы начинаем думать головой чересчур, в иллюзии погружаться, начинаются проблемы. Одно налаживается на другое, потом мы начинаем говорить, вот у меня все плохо, оказывается, там что-то не так. Но иногда, я говорю, надо понять, почему это происходит. У нас всегда есть выбор, помните об этом. Главное понять, что вам нужно. Задайте себе вопрос не как ради кого-то, да, а ради себя. Я не говорю быть эгоисткой и все мне, а именно, а чего я сейчас хочу в этих отношениях. Вот мы с этого, в принципе, с вами и начинали, что нужно разобраться. И как вы их видите дальше. И когда вы начнете себя восстанавливать, я говорю, вам придут все ответы. Я благодарю всех вас, мои дорогие, что вы были со мной. Подписывайтесь на канал. Для меня это очень важно. Это для меня поддержка и желание снимать больше таких раскладов. И самое главное, никогда не падайте духом. Я скажу так, что в жизни всегда будут какие-то препятствия, всегда нужно будет что-то проходить. Не бывает так, чтобы было гладко, и поверьте, все так живут. Ни у кого нет так, что вот со стороны кажется, что он живет в раю. Такого нет ни у кого. Все проходят определенные моменты в своей жизни. Главное пройти их с гармонией, с божественным достоинством. Я желаю вам всего самого лучшего, крепости духовной и физической. А с вами была Лика. До скорой встречи.